проходить эту беспощадную игру. Безумно хочется ее дойти уже до конца, чтобы она не делала мне нервы, потому что она и раздражает одновременно то, что она висит без дела, и прям хочется, в общем-то, хочется закончить с ней раз и навсегда. Сейчас пару минут и, собственно, продолжим. Небольшая рассылочка людям, чтоб уж скучно совсем не было. Так. Итак, продолжим проходить сей чудо. Чат работает, кто желает что-то написать, прошу, пишите. А мы продолжаем играть за этого перекачанного урода в виде женщины. Какой-то он действительно, сложно назвать, конечно, это девушкой, но все-таки это девушка. Не знаю, почему авторы этой игры решили ее сделать именно такой красоткой. Ну, что ж тут поделать. Яна, я не могу послушать твое сообщение, потому что не могу сейчас, а позже обязательно послушаю. Тень все-таки, блин, западает на лицо, надо что-нибудь, конечно, придумать. Не очень хорошая картинка, именно моей физиономии.
Ну, ладно. Ты была права. Что-что? Почему ты просишь повторяться, когда я ошибаюсь? Потому что мне от этого легче. И потому что это так редко бывает. И что, мы облазили этот дом. Или не совсем облазили, вроде бы совсем. Ну, в общем-то, идти надо дальше. Смысл в том, что Элли пошла за ней, а она даже, наверное, не ожидает, что за ней идет такое преследование, пытается свалить. Я не знаю, у меня плойка опять начинает громко шуметь, я надеюсь, это не сильно передается на звуки, вроде бы как шумоподавление сделал на микрофоне, но может быть, конечно, будет шум какой-то излишний. Я этого безумно не хочу, но надеюсь, я с этой проблемой все-таки справлюсь немножко попозже, так как заказал там оборудование и, в общем-то, надеюсь, что получится сделать. К сожалению, плойку в данном случае куда-то далеко убрать не получается, и поэтому вон выход, идем на выход и посмотрим, что у нас тут по крафту. По крафту можно скрафтить динамит. С этим все просто. С этим как-то тоже. В общем, ничего такого. Но можно прокачать скорость перемещения в режиме слуха. Ну, пускай будет. Пускай будет. Ладно, это дальше посмотрим. Не-не-не, подруга. Это нам не надо. Это нам не надо. Это надо... А это у нас ружье. Эй, сюда. Где ты есть, чувак? Бассейн. Так, сюда мы уже заходили в предыдущем стриме. Здесь опять надо что-то забрать. И, кстати, может быть, сохранение надо пойти все-таки проверить. Да, наверное, в подвал мы так и не попали. Что ты, лев или львица? В подвал мы, наверное, так и не попали. Сейчас проверим мы это дело. Облазим здесь, полутаем. Ну, есть что-то, он есть что-то, отлично. Посмотрим. Это мы уже как минимум смотрели пару раз. Так, а я что-то не могу понять, где эта дверь была. Ага, вон там, которую мы отодвигали. Тут? Нет, не тут. Но тут тоже можно что-то полутать. Но ничего. Отлично, здесь тоже все пусто. Итак. Тут заперто. Да, вот здесь это было. Вот он, этот подвал. Там мы все выяснили, что нужно отсюда валить. Что нужно отсюда валить. Валить нужно на ту сторону. Это расклад. Ни зачем. Стоп! Стоп! Такое. Убьешь же так! Свяжем ее! Что за сволочь? Иди сюда. Избили. Дай-ка посмотрю. Ты готов? Стой, ты чё? Стой, стой! Сука! Жить будешь. Свяжи мелкого.
Не тронь его! Не прикасайся к нему! Что за жесть выживания в мире постапокалипсиса? Хороший лов, а? Каждый хочет убить. О, да ну нафиг, что это? Элли, что ли? Офигеть. Ну неужели? Да, наконец-таки. Наконец-таки. Куда Я ты дождался пошла того дальше? момента, когда им можно поиграть. 24-25 по Констанс. Этой бедной лесбухой, которая Да, которая наверняка. прошла такую суровую жизнь. Ну, блин, ей как-то атмосферно играешь, не знаю, может быть, это все связано с первой частью, но вот этой вот Эбби, это, конечно, лично у меня нету Как она никаких сумела каких-то... попасть отсюда на улицу? Это что за жесть? Это мы приплыли, как оказалось. Так, ладно, посмотрим, что за расклад нашей Элли. Так, с аптечками все хорошо. Стрелы, стрелы, со стрелами тоже. Ну, и тут как вариант, конечно, мне кажется, надо. У нас даже есть винтовка. Возьмем лук. И, пожалуй, пойдем. Ну, неплохие. Пейзажи раскрываются. Ну, тут даже что-то есть. Чья-то халабуда тут выкопанная. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Выглядит заманчиво. Не тупи, детка. Давай. И это явно не сюда. Это явно не сюда. И. Явно не туда. Сюда мы никак не залезем. Угу. Так, ну, суть понятна. Да что такое, блин? Ты чё такая корявая? Я уже, блин, наверное, привык играть этим монстром. Привет, Андрюх. И теперь как-то сложно играть за Элли. Вот. Ну, надеюсь. Вот, получилось. Получилось перепрыгнуть, отлично. Ползем. Ползем, двигаемся дальше. Тут что-то есть, что нам не надо. Так, и что это? Это все ради вот этой пуколки, которая валяется, которая не нужна. Ну, что-то как-то слабо верится. Очень слабо. Тут же я тоже не могу залезть. Ну, явно нет. Никак. Ну, ладно, будем искать какой-нибудь другой проходняк. Тут тоже что-то непонятное. Блин.
Зачем эти Тихо, не упади. Зачем эти заморочки? Зачем заморочки этой бедной лесбухи? Ей бы сидеть вот это дома с Диной, кайфовать, а не лазить по непонятно... О, вышли. Вышли куда-то. И что? И что? Мы ползем сюда. Ползем сюда. Ну что? Ну что? Что, Элли? Давай. Думай. Здесь мы не залезем. Нет, наверное, все-таки мы пойдем вот сюда, вот, да? Я так понимаю. И здесь мы уже залезем. Правильно. Ладно. Кстати, девушка, которая озвучивает Элли, это вообще просто великолепный человек. Я с ней познакомился в Инстаграме, ну как бы не то чтобы прям познакомился, подписался, вот, и ну да, и там накинул пару слов, то что настолько эмоциональный голос, она ее озвучивала и в первой части, и во второй, это действительно шедевральные люди, но во второй это вообще, это просто нечто. В общем, я ей скинул свои благодарности. Так, смотрим, чуть-чуть затупил, скорее всего, можно перелезть. Так, и тут, скорее всего, сейчас какие-нибудь плохие Что люди дальше? будут. Лесоблав. Однозначно. Я здесь, а Санта-Барбара, значит, вон там. Мы идем в Санта-Барбару. И все, и ходячие тут наверняка. Их тут, походу, много. Сейчас мы посмотрим. Как-то палиться сразу не хочется. Да и домик можно было поблутать, залезть так-то на самом деле. Ну, мы, наверное, так и сделаем. Посмотрим. Угу. Вот он. Чувачок. Давай, детка. Блин, это хоть лук, она хоть стреляет как-то нормально. Это недоделанная Эбигейл со своим арбалетиком. Просто даже убить не может, и не важно с какого расстояния. Ну, правда, в упор особо не пробовал стрелять, но, блин. Или это действительно мощь, несмотря на то, что она прям такая маленькая хрупкая девочка. Ну да, там лесбуха, выполняющая роль самца, но тем не менее она как-то быстро справляется. Может, у нее, как в этом, есть определенная сила, как в Бриклберри мультике. Там была такая Кони, и у нее была лесбийская сила. Кто не смотрел, крайне рекомендую. Вот. Не знаю, может быть, у девочки Элли тот же самый расклад. Мы их убиваем, кстати, пытаемся, во всяком случае, тихо, чтобы они сейчас всей равой на меня не вскинулись. Готов. Иначе это будет не очень хорошо. Вот где-то еще и щелкуны тут слышатся. Их только еще не хватало. Жалко, что стрелы она не всегда может забирать с трупов. И да, я бы все-таки домик облутал этот. Мы его как-то обошли. Попробую туда заскочить, забежать. Что это валяется? Что это было? Где-то тут, где-то тут, где-то тут. Нет, это был кирпич, он нам не нужен. Он нам не нужен. Эта хреновина тоже не открывается. Ну, тут, наверное, вот. Это нам нужен. Молоток нужен всегда. Тут еще какие-то приколюхи есть. Но зайти в дом, я так понимаю, не получится. Судя по всему. Да, он просто запечатанный. Ну ладно, хорошо. Все-таки идем дальше. Идем дальше.
Потихонечку. И тихо, тихо. На самом деле очкливо, особенно ночью как-то так все-таки есть такая тема, когда ты ползешь, вот эти вот возгласы трупаков, они, конечно, напрягают. Где-то она справа ходит. Я же говорю, не очень хочется, просто если одна замечает, начинает орать, то все. Ну вот, пожалуйста. Это был сталкер, а сталкеры, они очень... Они, короче, тихие. О, блин. Ну отвали ты, ну что ты докопался? До бедняжки, блин. Я чувствую, я не выдержу. У нас ножиком с одним, да, сыграл. В общем, кто бы знал, что там именно сталкеры лазят. Ладно, сейчас мы применим другую немного тактику. И вообще, на самом деле, нужно покрафтить стрелы. Стрел... Ага. Кстати, тоже почему-то все печально. Все печально со стрелами. И, в общем-то, эти сталкеры, они ползают также вот так вот тихо в кустах, и их сложно заметить. И в общем-то, стрелять с какого-то, ну, можно попробовать на самом деле их расхренячить со ствола. А может быть и получится тихо что-нибудь сделать. Может быть. Сейчас посмотрим. Ну тут что-то как-то вылез очень. Очень как-то не очень. Так. Ну вот. Где? Он пробежал, его даже незаметно. Блин, все, он в кустах и... Молоточек одноразовый, конечно, такой. Где-то. Да давай, гаси. Не. Тут что-то, короче, надо, я так понимаю, что посерьезнее. А что посерьезнее? Либо долбить их с расстояния. Даже глушитель есть. Ну хорошо, попробуем так. Бежим. Ну-ка. В очередь, сукины дети, в очередь. А ну-ка, ну, может. Давайте сюда по одному. Еще кто-то остался. И, собственно, патронов не кайф, конечно, на это дерьмо тратить, потому что хрен знает, что там будет дальше. И
Где ты, подлюка? Где? Ага. Боже. Так, ну привалили. Идем дальше. Идем дальше, идем. И здесь, судя по всему, ни хрена ничего нету. Хрен его знает. Полезем, посмотрим. Что-то здесь интересное. Блюдечко. Прикольно. Прям прикольно. Интересная такая стрела. Да, блин, не тупи. Не тупи, красотка. Полезно. Посмотрим, что тут. Попробуем срезать путь. Да срежем сейчас путь. Так, сменить боеприпасы. Потому что, ну, понту нету тратить. Да и здесь с луком в помещении это тоже не очень как-то. Здесь посмотреть все нужно, что есть. Что есть и что нету. Тут наверняка что-то есть по приколу. О, коллекция карт. Отлично. Классно. Нашли карту. И что? О, мешок. Блин, мешок. Прям как у меня практически. У меня чуть почище. Ну, похож. Так, и что? Что? Смотрим здесь. Палочка. Ну, палочку возьмем обязательно. Они хоть и очень такие хрупкие, понту от них мало, но одного хотя бы забить можно. Тут все заросло, придется прыгать вот так вниз. Хорошо. Опаньки. Что-то тут шевелится. Еле взяла пушку. Ясно. Попробуем сделать. Ты тварина. Ты еще живая, сволочь. Убегаем от этого подлючего куска говна. О, их еще и ноги. Ну, в общем, да. Тут, в принципе, несложно было догадаться, раз. Да, что ты будешь делать? Сейчас он заводится, добавил ко всему. Я очень надеюсь, что у нас-то не попадет. Нет, вроде бы не попало. С одной стороны, конечно, можно было убежать, но мне почему-то кажется, что здесь чего-нибудь, что-то из ресурсов будет. Богом клянусь, если они тебя убили,
Отлично, тут есть верстак. Надо выбираться. И какое-то письмецо. Мама, я ухожу к гремучкам. Прости, что пишу об этом вот так, но ты бы меня не пустила. Мы голодаем, мы не можем уйти отсюда с тобой и Эйбулой. Рано или поздно нас все равно найдут, а если я пойду к ним, мы все будем в безопасности. Понимаю, это страшно, но я люблю вас обеих и готов на все ради вашей защиты. Арни. Такое письмецо лежало. Так, собираем все, что есть, все, что можно собрать, все, что нельзя. Тут, скорее всего, возле верстака должны где-то лежать эти пилюльки, только что-то не могу их найти. Неужели их нету? Ножницы есть. Ага, вот какие-то куски запчастей. И посмотрим, что можно сделать на верстаке. Было бы замечательно сделать что-то с луком. Да, можно сделать что-то с луком. Скорость натяжения, устойчивость. Ну, вот это замечательно. Потому что сложновато целиться. Отлично. И все, да? Больше ничего мы не можем сделать. Ну ничего, ну и фиг с ним. Хоть как-то. Нет, тихо, тихо, нет. Все, все, все. Уходим, уходим. Ну, тут вроде бы все. Сейчас пробежимся здесь. Посмотрим, что тут есть. Ну, судя по всему, ничего. Абсолютно ничего. Здесь не помню. Здесь мы были, но что-то не взяли. Еще кайф найти этот пистолет-пулемет, потому что смотрел сам в обзорах у Элли, должен быть он где-то, она его там в процессе находит, поэтому безумно хочется, конечно, его найти. Где он будет, я не знаю. Где я? Где-то здесь должна быть улица. Так. Машинка. Ладно. Санта-Барбара ниже. 24-25 по Констанс. Новая запись. Ну окей, я почему-то не знаю. Хорошо, что я, собственно, не смотрел нигде какие-то полные обзоры прохождения. Пытался останавливаться на том месте, где сам остановился играть. И, ну, в общем-то, не хотелось как-то не хотелось, в общем-то, смотреть эту игру наперед. Хотелось пройти ее как-то самостоятельно. Пофиг там на ачивки. Я, в принципе, не трофи-хантер, не задрот, который там эти призы получают, что там выскакивает, то и выскакивает в процессе игры. Вот. Ну, в общем-то, что, никаких катсцен не будет. Ну, ладно, попытаемся спуститься вниз. Там же вариантов нету. Вроде бы как нет. Ну, пойдем в обход. Так, что-то тут. Сейчас, одну секунду. Вот. В общем. Ну, и что? И как мы будем спускаться отсюда? Понятно, что если я упаду, я размудохаюсь. Опаньки. Кто-то там
проходит. Хорошо. А, проход здесь есть. Вот там товарищ. Тихо. Мы его прикончили. Ага, вот он еще один дружок. Этого тоже. Замешательно. Но отсюда мы уже спрыгнем, в принципе, без никаких проблем. Должны, во всяком случае, да. Ну, со жмура бутылочка упала. Это отлично. Сейчас посмотрим. О, надо облататься. То что-то как-то совсем все плохо. Где-то где-то ходит. Вот где непонятно. Крайне не хочется, чтобы спалили эти. Ага, вот. Крякнул? Вроде да. Хорошо. Хотя попал куда-то в ногу. Ну да, он четко стрела в ноге торчит. Ее прям можно увидеть. Да и кровь оттуда валит. Вот. Ну пойдем дальше. Через этот проход явно можно. Ну что за жесть вообще? Нет, Неожиданно. Еще и нож упал. Вот корявая рука. Ну давай, что мы будем делать? Может раскачаться как-то? Блин. Скорее всего, вариантов не было обойти все это. Что, ты умерла, что ли? Или что? Или тебя сейчас найдут? А, да, нашли. Эбби. Эбби. Я нашла тебя. Ты здесь. Смотри, еще живая. Она вся в кровище. Небось и месяца не протянет. Я надеюсь, на сегодня мы закончили. Да, сними ту хрень. Надо перезарядить ловушку. Теперь я понял, Серьезно? у кого пистолет-пулемет это жмем. Зачем нам тащить ее вообще? Она же... Черт! Господи! Укусил? Нет, нет, нет. Я сам. Я сам. О, черт. Что смеешься? Что, в штаны наложи? А ну повтори. Маленькое сыкло. А то у нас Маленькое шутница, сыкло. да? Вставай. Перестань. Вставай. Успокойся. Все равно не жилец. А ну-ка. Прошу, нет. Да, смешно же, да? Смейся. Ты взъелся. Давай, смейся. Ну вот же, точно, как я и подумал. Твою-то мать! Ах ты! Что пистолет-пулемет. Погоди, погоди, ищешь Эбби? Ты сказала Эбби, да? Мы недавно поймали ее. Ага, конечно. Накачанная. С косой. Руки, как у меня. С ней был Накачанная с косой тут. со шрамом на Самый руках. главный ориентир. Да. Она... Отпустишь меня? Скажу, где искать.
Доберешься, пока укус тебя не Я убил. бы не отпускал, честно. Говори. Она в клетке. У нас в лагере. Где это? Иди туда, до железнодорожных путей. По ним выйдешь к курорту. Пленники в высоком круглом здании. Давай, убей его. Не церемонься вот это вот. Клянусь. Ой, красотка. Ой, прям молодец. Вот это я понимаю. Мощь. Да там, блин, дырка у тебя небольшая, блин. Сейчас сделаешь себе ремонт и пойдешь дальше. Пути к курорту. Высокое круглое здание. Так, ну, Пути к курорту. Круглое здание. так она же себя уже зашила. Ну, какая быстрая. Черт. Я назад не вернусь. Я тут, короче, беспредел что-то происходит. Назад не вернусь! Зараза. Черт. Хорошо. Взял ствол. Скажи нашим, пусть прочешут сектор. Беглянка! Там, там! Какой кайфовый пистолет этот пулемет. Это ж просто шедевр, блин. Действительно, его крайне не хватало, наверное, в первой части, чтобы вот просто его тупо не слышно. Это великолепное оружие, и прям хочется. Ну, наверняка там с патронами будет такая напряженка, что высовывать его только там при каких-то не то что необходимых случаях, а крайне редких. И что? Где этот чувак? Леночка, спасибо большое. Посмотрим. Где этот хрен? Он лазит. Все, завалили? Нет, не завалили. Ну хорошо, пойдем. Боже мой! Давай, детка, давай. Ну что такое? Ну вообще жесть, они какие-то непробиваемые чуваки. Я надеюсь, я с них что-нибудь полутаю. Большая группа. Надо найти ее, Ну, пока эти чё- придурки ее не убили. Что-то там с патронами. Вроде неплохо. Сорян за возгласы собаки, потому что наверняка слышно очень замечательно двух собак. Вот, ну, я не виноват. Так уж происходит, что у меня в доме то и терьер живет. Вот, и что мы имеем? Вот, так получается, что по вот этим... Зачем я это сделал? Я вообще не это хотел. Хотел сделать по 8 патронов. Это, конечно, жесть собирать, в общем-то. Ладно, посмотрим. Может, дальше что-то с этим лутом будет полегче. Потому что тут бывают такие моменты, что ты бегаешь, реально собираешь, я не знаю, в двух локациях патроны, и просто за одну какую-то стычку у тебя всего этого не становится. И ты бах такой опять в шоке, начинаешь думать, где это все взять, а по дороге этого вообще почему-то как-то мало. С учетом того, что я как бы, мне не кайф было там, я не знаю, какое-то хардкорное задрочивание. И у меня на минимальном уровне сложности все стоит, и все равно там разработчики обещали просто все это ложить на каждом шагу в плане там патронов, каких-то этих самых
ресурсов, но ничего подобного я не вижу. Оно как бы есть, но есть как-то совсем по мелочи. И поэтому все равно такой, даже на минималках, режим выживания, он прям присутствует. Ну, чувствую, я и здесь сейчас будет какой-то замес. Ну, что-то есть. Какой-то замес будет. Что у нас по... Нет, еще жить можно. С крафтом. Отлично. Ну, на самом деле можно было бы, конечно, обойти все это и не вваливать туда короче, не разряжать обойму, а просто аккуратно их там по одному пофиксить. Ну, что-то как-то сразу захотелось пострелять с такой классной штуки. Так. И что? Черт! Беглянка! За той машиной! Ну вот. Ну вот. Ну Прижмем вот. ее! В общем. Блин! Да ты чё, не живой? Как-то не знаю, если б мне в рожу выстрелили с такой штуковиной, я бы точно живой как-то. О, что-то их там как-то много. Вали ее нафиг! Да что ж такое? девочка! Стой. Твою мать! Вообще просто вот, ну, что я говорю, одна стычка. И патронов тупо нету. А вон он. Гнида. Есть. Где там? Угу. Слабо натянули тетиву. Хочешь убить? Давай быстрее, если не боишься. И вот, и по 6 патронов. Там 6 патронов, тут 6 патронов. Ну, как бы... Остались? Черт. Больно. Тут один патрон. То есть он отстреливался полчаса, и вот так. Ой, блин. Это печально. Это печально, потому что вот, ни хрена нету. Вообще, в принципе, ничего. Ну, вот хоть томагавк какой-то в руки взяли, это уже неплохо. Тут еще 6 патронов. Не дадут ничего. Пойдемте магазинчик полутаем. Может, здесь что полезное будет. И то. Я очень сомневаюсь. Ну, что-то есть. Ну, так все. По мелочи. Не-не-не, трубу мы брать не будем, потому что у нас есть топор. Хотя вот что-то они тут прям накинули нормально по ресурсам. Так. Идем дальше. Лен, я извиняюсь, как бы
чат, что-то как-то отвлекаюсь я под чат. И, короче, в игру ходишь слишком сильно, глубоко, я бы сказал. И, короче, не обращаешь внимания на чат. Тимурчик, брат, спасибо тебе огромное. Вот, Лен, телочка симпатичная. Ну, как бы, знаешь, вот единственное, что она лесба, это напрягает. Ну, как бы, как напрягает. Не то чтобы совсем напрягает, но игра на самом деле, я не знаю, кто не в курсе, она прям пронизана всяким ЛГБТ-движением. Тут даже можно где-то, знаешь, там в некоторых заброшенных домах прям увидеть книжки там серии «Как я стал геем» и там и так далее. Ну, как бы гребаная толерантность, она прям в этой игре конкретно прям зашкаливает. И ее здесь очень-очень много. И это безумно напрягает, если честно. И напрягает, сейчас меня реально каким-нибудь гомофобом выставят из серии, вообще еще и ролик не пропустят, скажут, что я нетолерантный хрен, и вообще, мне вообще, честно, пофиг. Ну, здесь этого просто чрезмерно много. Вот и наркота, и всякое вот это вот, короче, голубо-розовое движение. Может быть, проберусь здесь. Чрезмерно много. Я просто, кто не играл, ну, прям рекомендую прям начать с первой части и, собственно, пройти это до конца. Это масса, конечно, времени на это уходит, но свободное, почему бы и нет. На самом деле получите ряд определенного удовольствия. Это все-таки, не знаю, мне кажется, это игра мирового уровня. Ну, так и есть, наверное, она признана, что это лучшее, что когда-либо делали. И, собственно, мне кажется, ну, не каждый человек, но тот, кто хоть как-то связан с играми, должен это пройти, чтобы почувствовать себя, я не знаю, вот в этом всем, в этом мире. Ну, собственно, вот Элен нашла лагерь каких-то пленников. Мы сейчас попробуем с этим разобраться. Я не знаю, как бы такой контент я попробую, наверное, еще первую часть пройти, но я ее проходил уже столько раз, она, наверное, как бы мне не сил не хватит, чтобы все это то же самое смотреть. Так, ну я уже, наверное, понимаю, как мы туда попадем. Ну, тут есть какой-то проходничок. Здрасте. И мы попробуем через него залезть. Ну, ну-ка, ну-ка, ну-ка. И что? Давай, ты сможешь! Еще чуть-чуть, дружок! Да не трогай его. Он ничего не чувствует. С чего бы? Я его предупреждал. Ты просто Теперь ты, долбанутый. наверное, жалеешь, что пустился в бега. Да, Энтони? Там явно... они его заразили, на цепь посадили, короче. Они смотрят, как он будет превращаться. Ой, блин. Так. Наверное... Ну да, они так и сделали. Вон хрен ходит. Наверное, нужно как-то их брать по одному. Посмотрим, можем ли мы скрафтить стрелы. Судя по всему, да, целых 2 штуки. Неплохо. Неплохо. И вот в эту кукурузу сейчас зайдем. В траву. Так, пока этот хрен спиной стоит. А этот как-то не очень. Нет, мы вот так вот сделаем. Ну давай, детка, давай. Эй, тут беглянка! Здесь! Еще и в бронежилетах.
Ну, в общем, все. Убей ее! Черт! Прямо здесь! Вперед, она пустая! Да, конечно, есть элементы тут чем. Мне, короче, падлы в бронежилетах и, собственно, проблематично с ними что-либо сделать. Короче, стелс у меня здесь явно не получился. Где ты есть? Этот хрен. Ага. Что, мы всех расхерачим? Нет. А, этот на цепи. Но он нам пусть будет на цепи. Да, один патрон, конечно, блин, глобальная напряженка. Так, это плохое, это нам не понадобится. Большая проблема прям с патронами. И ага, вот он привалил, гусь лапчатый. Ну, сейчас попробуем его прям. Вот так вот. Черт! Козлина, получи. Ну, какие-то вкусняшки. Отлично. Это генератор? Нет, походу не генератор. Ладно. Ладно, пойдем. Это верстак, по-моему. Да, но у нас и нечем, собственно. Нечем делать. Один патрон, ну это жесть. Чувак, отвали. Так. Ну вот так. Посмотрим. Что тут дальше? Хотя теоретически я понял, что нужно было сделать. Изначально отпустить этого чувака, который бы разнос бы там сделал им всем. А кто остался бы, того добить можно было. Но сделали как сделали. Так, что у нас с фонариком? Фонарик. Работает. Ничего. Где мы разместили этот? Может, можно выбраться здесь. Где здесь? Ну окей. Круглое здание. Вот оно. И тут их, блин, целое стадо. И кустов нету. Ай, блин. Ага. Но этого хоть с первого раза получилось прибить уже неплохо. А что за них прикол? Людей не заражают, а на цепь сажают. Это прям какая-то фишка местного масштаба. Вот он еще гусь стоит. Но стрел нету. А мы попробуем его. Действительно, Элли тут в жопу все.
Что будем делать? Что будем делать? Попробуем как-нибудь. Обойти все это дело. Угу. Можно попробовать аккуратно его отцепить. В принципе, использовать ту же тактику, что и там. В качестве экономии патронов. Ну, попробуем, не знаю, что получится. Что, отпустили? Покусает, наверное. Я думаю, кого-то. Один хрен. Ну да, началась, во всяком случае, движуха какая-то, какой-то хаос, и под шум волны, наверное, вот этой движухи можно их как-то повыбивать. Ну, выбивать особо нечем. Сейчас посмотрим, что там у нас. Нету ни хрена. Ладно, будем пользоваться тем, что есть. Просто как бы... Так, девочка, о чем мы, если мы возьмем вот так вот и сделаем вот так вот. Ай, фу, какая мерзость. Да никто не сбегал. Тут как-то вот с этим пистолетом-пулеметом надо прям нежно, иначе один раз нажимаешь и все, и ни хрена у тебя не остается. Их прям тут дуром. Ну, ага. Вперед! Матео отошел на тот свет. Она туда пошла! О, что это за фигня? Ай, блин. Что за такая напряженка? Я не знаю, в стелсе интересно, кто-нибудь их... Один хрен тут не получится никак их поубивать. И хочешь не хочешь. Угу. Заткнись. Заткнись, блин. Вот так вот. Спи спокойно. Можно попробовать как-нибудь их по одному. А что у нас есть? Есть бутылка, есть кирпич. Есть кирпич, мы сейчас его... О, Это не она? так вот. Схожу проверю. Да, это она. Сходи, проверь, сходи. Сходи, проверь. И, блин, бронежилеты у них тут. Да какой пусто? Ты не дошла еще, пусто. Мы сейчас сделаем им этот гестапо. У нас прям есть возможность такая. Осторожней! Ну а чем их долбить? По сути, нечем на самом деле. Нас так всех положит. Положит, конечно. Как она могла удрать? И что? Попалась!
Все. Все, тупо нечем стрелять. Кирпичом только по башке. Кстати, как вариант. Неплохая тактика, если честно. Проверим. Иди, я прикрою. Нашла ее! Здесь! Никуда ты не Я не денешься! думаю. Пора это кончать! Но у нас лесбийская сила. Да ты... Ну, короче, просто пошли их долбить напрямую, и я сейчас сдохну, по-моему. Нет! Тебе кранты, слышишь? Ну, понятно, понятно. Это просто была чрезмерная наглость. Идти в лоб. Так, ладно, продолжаем. Собственно, что у нас тут опять? 2 пистолета с 3 патронами. Дефицит всего. И все они как ходили, так и ходят. И в результате, конечно, нужно каким-то стелсом попробуем. Господи, засада! Как этих мудаков обходить, я прям не знаю. Нас как всех положат! Ай, блин. В обход попробовать, что ли? Может, там что-то будет. Может, что у нас тут? Со стрелами тоже беда. Беда и со стрелами. И с этим, это что у нас? Мина-ловушка. Ну, кстати. И все. И тряпок нету, чтобы аптечки сделать. Ну, хотя, в принципе. Сейчас мы куда-нибудь эту мини-ловушку поставим. Тряпочка, что ли? Да, есть контакт. Тут еще что-то. Вкуснюхи какие-то. Не будем никакие мини-ловушки ставить. Вот это вот ништяк. Тут может прям нам пригодится. Стрела разрывная. Это тоже хорошо. Есть аптечка. Чуть-чуть. Ну, все-таки. Тут еще 2. Можно из кустов вон что делать. Сейчас мы так, наверное, и сделаем. Просто с зараженными легче намного справиться, чем с людьми. Ну, во всяком случае, для меня. И они тупые. Проще через кусты обойти. Наверняка. Так, а ну-ка давай-ка. Сделаем так, чтобы они не видели. Прыгнем сюда в кусты. Вот, и пару щелкунов мы освободили. А что ты так зараженными умирается? Кирпичик проявился. Вот и пусть они делают свое дело. А мы посмотрим.
Ну, Джуди уже как минимум прикончили. Вот, суть как бы этого такого стелса нужно было все это сделать таким образом, я так думаю. Ну что ты там, Джуди? Да, сейчас ей, по-моему, настанет конец своей жизни. Они, короче, по кругу бегают. Ну ладно, пойдем. Какого фига? Тихо. Не знаю, Джуди это было или кто, но ей явно неприятно. Смотрим дальше. Ну туда что побежал. Так. Это пусть разбираются сами. Снимать пока нет смысла. Ну, пойдем-ка на второй этаж поднимемся. Эй, тут беглянка! Внутри, там! Блин. Беглянки. Ага, этого поймали. Этого поймали. Надеюсь, что хрен меня не видит. Не видит или видит? Ладно. Хитрожопые, в общем-то, они попрыгали. Что, он бежит за нами, что ли? Ну, конечно. Что такое? Так, есть у нас аптечка. Ну хоть что-то. Где-то тут шарохается. Где-то шарохается. Ой, да что ж такое. Так, что тут у нас? Еда какая-то, которую кто-то ел. Ищите, засранцы. Ну да. Или это, конечно, просто шедевр со своей озвучкой. Я до тебя доберусь. Давай, доберись. Давай. Иди ко мне. Тихо. Ну чё, добралась? Видимо, добралась. Что там в письмеце?
Дженни, высылаю мясо, грейпфруты и картошку, которые мне удалось раздобыть. Мне удалось поймать много беглых, поэтому меня решили наградить. А еще у нас тут самый лучший урожай с тех пор, как мы пришли сюда. Проследи, чтобы лучшие кусочки достались маме, когда мы виделись в последний раз, она сильно похудела. Пэт. Ну, короче, наверное, какие-то тупые козлы здесь живут. Не знаю. Которые, может, кстати, запросто, это ж во всех, в принципе, постапокалиптических теориях есть такая схема, что всегда есть какие-то лагеря, которые пожирают людей. Может быть, это тот самый лагерь, не знаю. Во всяком случае, посмотрим. Да, наш нож немного хреноват, поэтому мы его поменяем на этот. Нафиг они людей этих ловят, что них там на работу отправляют, что там для этой шайки надо, сами вы поработали. Ну, надо, во всяком случае, сейчас по сюжету будет понятно, что, собственно, здесь происходит. Итак, это второй этаж, там мы были, скорее всего, куда, оп, что это такое? Скорее всего. Тут ни хрена себе, у них какие-то банкетные столы. На нас напали! Давай, вперед! Опять стайка генератов. Это, конечно, не очень хорошо, но попробуем сейчас их как-нибудь. Да их много здесь достаточно. А что если... Блин, было бы неплохо. На нас напали! Блин, С той стороны! попал. Еще одна! Боже. Да ты со своим топориком подпустишь. А может и не подпустишь. Нет! Все, ты труп! Внимание! Да что такое? Давай, детка. Да что-то нифига не все. Понял! Ничего. Тут прям сдохнем мы сейчас, мне кажется. Она в ловушке! Да, почти в ловушке. Что делать? Что делать? Муравью хуй приделать? За столиком! Что здесь может? Что-то есть? Нету. Я ее нашел! стой. Вот здесь! Да. Они меня прикончили. Все-таки нужно как-то понежнее все это делать. Что произошло? Не знаю! Мы кого-то проворонили! Черт! Рассредоточиться! Охранять вышку! Черт, беглянка! За столик! Так. Попробуем так. Марш! Да, выполняю! Нет. Не имейте совесть, вы чё? Стреляй! Убил девчонка. Падла, убил. Взял, убил.
Ладно. Короче, нужна все равно какая-то такая... в общем-то, другая тактика. Что произошло? Не знаю. Мы кого-то проворонили. Рассредоточиться! Охранять вышку! Бегли! Блин. Петя. Да какого ж нафиг хрена? Марта! Давай, у нее пусто! Теперь твоя очередь! Обходи ее! Да ты что? Внимание! Нет, нет! Мы сюда доберемся! Боже! Ну сколько вы вздохнете наконец-таки или нет, блин? Да, Прижмем ее! Займусь! Она туда вернулась! это здорово, один патрон это прям то, что нужно. О! Хорошо. Шансы есть. А чувачок, а вот этого тебе как? Держал. Подожди, давай сюда быстрее. Не надо! Господи, не надо! Нет, пожалуйста, не надо! Не надо. Такой я злой скотина. Ну какого хрена, блин? Как толпой нападать на маленькую беззащитную девочку, так все могут. А как обосрался, так не надо. Ну держал теперь что. У них тут нормально, они в покер играют, короче. Отлично, теперь бы их почистить полностью. Так как, блин, у меня, оказывается, был дробовик. И мало того был, так он еще и, блин, ну да. Там достаточно много патронов было. Ну. Черт возьми, ну это прям... Тут жалуюсь на то, что ни хрена нету. Короче, надо полутать. Полутать прям все нужно. Тут что-нибудь есть, кроме говнеца размазанного. Ага. Не-не-не. Не, это мы не будем заменять. Так. Так. Здесь тоже вроде все взяли. Угу. Угу. И тут что-то есть. Рожек. Отлично. Так, ну тут везде мы были, скорее всего. Так, топор тоже. Топор какой-то не очень найс. Угу.
Не очень найс. Тут тоже везде были. Ну, короче, идем дальше. Идем дальше. Тут табуретками заставлено все. Собственно, эпизод, кусок карты прошли. Ну, отлично, надо посмотреть, опять же, что можно. Аптечку можно одну скрафтить. Это у нас есть. Я бы сделал стрел. Отлично. Обычных. Все, в принципе, ничего. И нужно единственное. Улучшенные мины ловушки, изготовление более эффективных мин ловушек с увеличенным поражением по 50%. Ну, наверное, это и сделаем. Так. Так, чё? Сейчас обдумаю, что. Убей ее! Я взял ключи! Да! Скорее открой! Стволы! Пошли, быстрее! Держи. Так, все, идем! Стойте! Где Эбби? Ее укусили! Назад! Не наставляй на меня оружие! Эй! Эбби пыталась сбежать. Она у колонн. У колонн? Иди к пляжу. Ты увидишь. Вряд ли она жива. Ну, печально, конечно, тут столько Идем! проделано ради этой Эбби. Собственно, кого нам убивать? Так, хорошо, и там такие полочки были. Все, мы туда никак не попадем, но, судя по всему, нет. И я бы, наверное, все-таки... Что? Где ты? Эбби. Эбби. Хотел подхилиться, но что-то не получается, потому что это, скорее всего, это такая сцена, где просто невозможно это сделать. Да. Или тут прям... Ой. Ну, в общем, тут курили, что люди сбежали. Сейчас. Могу как подхилиться? Нет, ничего не могу сделать. В общем, плохая она что-то совсем. Ну, идем к берегу.
Твою. Охренеть, тут же Муров висит. Ой, блин, вот это да. Эбби! Детализация, прорисовка, конечно, просто фантастическая. Так, и что? А, вот она. Или нет? Очень похоже. Ну нет, не она. Ну кто-то тут прям кашляет. Вот. Но это вроде не она. Или она? Ты... Да ладно, ее остригли, короче. Да, жесть. Лев, А, да, она. Эбби. сейчас. Сейчас. Что-то Эбби, конечно, А мне вообще стёлочки. подустала. Офигеть. Что-то такого расклада вообще не ожидалось, если честно. Ну или тоже тут совсем плохенько. Бежать не могу, ни как-то ускориться, ничего, просто вот иду каким-то с таким шагом медленнючим. Я, честно говоря, не помню, как ее ранили. А, это она... Джоэл ей привиделся, что ли? Я тебя не отпущу. С меня хватит. Вот тоже коза, блин. Ну уже, блин.
Сколько можно? Нет. Я не буду драться. Будешь. Он ни при чем. Офигеть. Ты его в это втянула. Ладно. Ладно. Понеслась. Понеслась. Движуха, блин. Лесба против перекачанного полубабы, полумужика. На самом деле, если бы полумужик захотел, она бы вырубила ее. Это уже как-то Эбби жалко, блин. Ножик у меня отжало, ну понятно, без ножика каждый может. Да ну что такое, мы вообще будем уворачиваться от ее удара? Слушай, да, я не знаю, наверное, реально нормально бы мужик помер бы просто от одного такого. Просто от одного удара вот этого киборга, блин. На сапырку, блин. Ну сколько можно эти бои без правил иметь? Кто кого убьет? В принципе, пол игры играешь, блин, за Эбби, пол игры, блин, за Эбби. Это мстит за отца, а это за своего псевдо-отца. И каждый тут прав по-своему, тут могли договориться. Да уж. История действительно трагичная. Дикий обезьян, привет. Классный ник. Короче, у нее флешбеки тут с Джо. В результате ее так и не убила. Вот это же скач. Иди.
Забирай его. И чё, нахрена это все было начинать, чтобы ей потом сказать иди? Ой, блин. Стоило этого вообще всего вот этого путешествия? И тоже коза взяла, бросила, блин, это вся раненая, перераненная. Ну, как бы, ну, понятно. Как-то все. Они по-своему, что та права однозначно. Вот. Ну, единственное, что, мне кажется, Эбби права поменьше. И что мы можем сказать, что... А, так она и пальцы отгрызла все-таки. Офигеть. 2 пальца откусила. Это ж просто какая-то жесть. Действительно отгрызла ей пальцы. И, в общем-то, мы вернулись в дом Дины. Дины, а это, кто не в курсе, лесбийская подруга. Вот, собственно, офигеть, без 2 пальцев. Дом, кстати, повторюсь, просто великолепнейшее место, конечно, красиво, наверное. Чё так не жить? Но еще раз не могу понять, это как-то не по игре. Потому что тут, не знаю, забор должен быть 5 метров, и все под электричеством, и не знаю, жить, конечно, так невозможно. И как минимум какие-нибудь окна с решетками. Они тут вот, заходи, сеточка какая-то тут, а-ля, да, типичный американский дом. И чё, она свалила, что ли, от нее? Ну, это, конечно, печаль. Печаль печальная, если это так. А это так, судя по всему, потому что тут... Ну, как бы, да. Все даже пожитки с собой забрала. Хотя нахрена они нужны? Тут в каждом доме заходи и бери все, что тебе нужно. Собственно, ничего не осталось. Совершенно. Жалко, печально. Пойдем, поднимемся на 2-й этаж. Посмотрим, что здесь. Может, какая-нибудь записочка есть. И даже кроватку за собой убрала. Вот девочка какая. Че, серьезно? Ничего не оставила? Что там валяется? Ага. То есть она забрала все, но гитару Джоэла, ну то есть Элли она не взяла. Вот такие вот бабы-стервы. Как она будет теперь на гитаре играть, если у нее 2 пальцев нету, которые ей Эбби отгрызла? Наверняка сейчас попробует что-нибудь сыграть, но ни хрена не получится. И это получается, да, это именно та рука, где пальцев нету. Хотя, может, и получится. Ну вот, как бы. Ну нету пальцев. Пробую играть. Да блин, короче, я с пальцами у меня хуже получается, чем у нее без пальцев.
Так, 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 и чё? Надо, судя по всему, контроллер менять, потому что... Что-то эти... Ну и что? Так как она... Ну, в любом случае, как минимум, не то, что непривычно, это невозможно. Она поняла, в ее глазах явно шок от того, что она больше не сыграет на гитаре, бедное дитё. И, собственно, это, наверное, конец. И я так думаю. Я уже думал 2 раза, что конец. Джоэл играет на гитаре. Покойничек. Ну, это какие-то флешбеки. Что пьешь? Кофе. А где взял? У тех ребят на прошлой неделе. А, Стыдно признаться, во что он мне обошелся, но пить можно. Ну, конечно. я бы разобралась с этим. Я знаю. И прекрати уже доставать Джесси насчет меня. Ладно. Дина. Она твоя девушка? Ну, Нет. Нет, она просто один поцелуй ничего не значит, не знаю. Зачем она так? Она тебе нравится? везде. Повторюсь, везде. В каждые, наверное, полчаса игры идет напоминание о том, что все-таки игра реально... Игру делали Слушай, какие-нибудь я ЛГБТшники. без понятия, чего она там хочет, но... С тобой ей бы очень повезло. Какой же ты козел. Хотя почему? Я не пытаюсь тебе... Я бы лучше умерла в больнице. И жизнь бы имела смысл. Ты меня этого лишил. Чувак спас ей жизнь, но поглотил планету на хаос. И она Если его бы я мог теперь вернуться в тот момент, хуесосит. я бы поступил точно так же. Ну, понять можно, конечно же. Да. Я просто... вряд ли смогу тебя за это простить. Но я попытаюсь. Ты уж попытайся. Спасибо. Типа непонятно, если честно, что бы было. Вообще не факт, что при том, что Ладно. разобрали Эли и кого-то там спасли, ну, не знаю, это ж все на самом деле
вилами по Увидимся. воде. Да. Сейчас заплачу. Ага, флешбэк прошел. Или все-таки с отсутствием двух пальцев сыграть так и не смогла. Но я думаю, что все-таки это конец. Наверное. Я чуть сомневаюсь, но ну куда? Тут больше просто. А это коза Дина могла бы, наверное, и оставить какую-то информацию, куда она пошла, раз у нее такая адская любовь была к этой девочке. Но решила, раз та ослушалась и пошла искать эту Эбби, которую в результате отпустила. Вот, но уже прикончила ее. Ну, с другой стороны, она еще не убила только из-за того, что та вот с этим ребенком трансгендером возилась. В общем, что, конец, не конец? О, нифига себе. Где-то она там идет. Да. Это конец. Ну, что я могу сказать? Игра, конечно же, офигенно превосходная. Но я не знаю, смогу ли я ее, допустим, играть второй раз. Именно за счет того, что там чрезмерное количество всяких вот этих вот загонов по поводу толерантности. В целом, сюжетная линия, как оказалось, вот именно если поиграть ее до конца, она хорошая, отличная. Что касается геймплея, ну, тоже такой среднячок. Много, конечно, что повторяется, но, тем не менее, очень даже играбельно. Ну, про графику мы разговаривать не будем, наверное, потому что, как бы, 2021 год, и тут, по-моему, графика везде великолепная, практически везде, даже будучи в RDR 2 2018 года, до сих пор играют люди, до сих пор я в нее играю, получаю массу удовольствия. Ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был Евгений Грин, думаю, дальше будем играть во что-то другое, либо, не знаю, либо попробую, опять же, пройти эту же игру только в плюс режиме, на каком-то другом уровне сложности, потому что я действительно не знаю, как это сделать в плане из-за того, что я играл на супер, не на супер, а на легком уровне сложности, и то это была проблема, как это будет выглядеть на суперсложном, я себе даже не представляю, я имею в виду, что касаемо стримах. То есть это конкретно дротить на одном и том же месте по часу, по два, но это, конечно, полный прогон. Всем спасибо, всем пока.